Всем привет, с вами Алекс Моторный. В 60-х годах прошлого столетия Харьков быстро разрастался. И несмотря на увеличение подвижного состава, транспорт не справлялся с непрерывно растущими пассажиропотоками. Единственным выходом из сложившейся ситуации стало строительство метрополитена. Поначалу его планировали сделать по принципу берлинского S-Bahn, городской электрички, магистрали, которые соединили бы районы и пригороды первой столицы. Однако этот проект отклонили, посчитав, что он во многом уступает обычному метро. 15 июля 1968 года на улице Славянской, неподалеку от Южного вокзала, после торжественного митинга заложили первый ствол будущего метро. Первую линию метро решили строить вдоль самой загруженной магистрали Харькова с запада через центр и на восток. Южный вокзал изначально должен был стать конечной станцией, именно поэтому там заложили первый ствол. Здесь же планировали построить электродепо для поездов метро. Но инженеры опасались, что грунт может просто не выдержать такого количества подземных работ и провалиться. Поэтому решили продлить линию метрополитена в сторону Холодной горы, сделать конечную станцию первой линии на улице Свердлова, сейчас Полтавский шлях. В 1975 году открылся первый участок Свердловско-заводской, ныне Холодногорско-заводской линии. От станции улица Свердлова, сегодня Холодная гора, до станции Московский проспект, сегодня Турбоатом. Принимая от строителей символический ключ, на многолюдном митинге, состоявшемся на станции Московский проспект, метрополитеновцы заверили собравшихся, что приложат все усилия для того, чтобы сделать свое предприятие образцовым. Участок был открыт почти длиной в 10 километров с 8 станциями. Улица Свердлова, сейчас Холодная гора, Южный вокзал, Коммунальный рынок, сейчас Центральный рынок, Советская, сейчас Площадь Конституции, проспект Гагарина, Спортивная, завод имени Малышева, Московский проспект, сейчас Турбоатом. А на следующий день, 23 августа, в Харьковский метрополитен пустили обычных горожан. Только за первый день в метро проехали 413 тысяч пассажиров. В то время интервал движения составлял 2-3 минуты в час пик и 4-5 минут в остальное время. Параллельно шли работы над вторым участком первой линии из 5 станций: Комсомольская, сейчас Дворец спорта, имени Советской армии, сейчас Армейская, Индустриальная, сейчас имени Александра Масельского, Тракторный завод и Пролетарская, сейчас Индустриальная. По ним поезда поехали 11 августа 1978 года. Что касается архитектурного и художественного оформления станции метро, то здесь действовала жесткая цензура. Партийные чиновники не могли допустить, чтобы архитектура станции Харьковского метро соперничала со столичной. Поэтому на конкурсах они обычно выбирали самые скромные проекты, а любые оригинальные решения по оформлению браковали. Декоративные элементы станции сократили до минимума. В 1977 году началось строительство второй линии Салтовской, чтобы разгрузить пассажиропоток из центра в спальные районы. Тогда же между станциями Киевская и имени академика Барабашова для перехода через пойму реки Харьков впервые в практике метростроения был построен уникальный оригинальной конструкции метромост закрытого типа длиной 980 метров. А так метромост выглядит в наши дни. Первый пусковой участок Салтовской линии длиной почти 7 километров вошел в строй 10 августа 1984 года, а торжественное его открытие состоялось 11 августа. Участок включал в себя 5 станций: исторический музей, Дзержинская, сейчас университет, Пушкинская, Киевская, Барабашова, электродепо Салтовская, объединенные мастерские. Станция «Исторический музей» и станция «Советская» образовали пересадочный узел между первой и второй линией Харьковского метро. Второй пусковой участок длиной 3,6 км начал свою работу 23 октября 1986 года. На нем было сооружено 3 станции: Академика Павлова, Студенческая и Героев труда.
Таким образом, общая длина второй салтовской линии Харьковского метрополитена составила 10 км 400 метров. Проект на строительство первого участка третьей линии Харьковского метрополитена был утвержден 30 июня 1984 года. Проект включал в себя 5 станций: метростроителей, площадь Восстания, архитектора Бекетова, Госпром и Научная. Общая протяженность участка составила чуть более 6 километров. Станция метростроителей вместе со станцией спортивной первой линии и станция Газпром вместе со станцией Университет второй линии становились пересадочными узлами, образуя таким образом варианты решения генеральной транспортной схемы на базе классического треугольника. Эта схема обеспечивает проезд в метрополитене между любыми двумя станциями, делая всего лишь одну пересадку. 6 мая 1995 года Государственная комиссия подписала акт о приеме в эксплуатацию первого участка третьей Алексеевской линии Харьковского метрополитена. Тогда же и состоялось торжественное открытие первого участка третьей линии Харьковского метрополитена. 21 августа 2004 года были открыты две новые станции Алексеевской линии – Ботанический сад и улица 23 августа. Обе станции колонного типа мелкого заложения. А в декабре 2010 года вступила в строй станция Алексеевская. И 19 августа 2016 года станция Победа на Алексеевском жилмассиве города Харькова. Я благодарен YouTube-каналу Кручинофильм за предоставленные архивные видеоматериалы. Подписывайтесь на канал Кручинофильм, ссылка у меня будет в описании к данному видео. В июне 1994 года вследствие сильного ливня были затоплены и вышли из строя станции Студенческая, Барабашова и Героев Труда. Восстановительные работы велись 3 месяца. Были потрачены все средства, которые планировались выделить для продления Алексеевской линии метрополитена. Ну а пока вы смотрите станции Харьковского метрополитена в наши дни, я поделюсь с вами кое-какой еще интересной информацией. Так, в мае 1996 года была полная остановка дальнейшего строительства метро в связи с отсутствием финансирования. Рабочие год не получали зарплату. В Харьковметрострое оставалось всего 800 сотрудников из 200 300. Необходимо было продвигать щит хотя бы на 5 метров в месяц. И люди исключительно на энтузиазме от любви к своей работе делали это. В итоге к 1997 году было пройдено 30% тоннелей до Ботанического сада и 20% до 23 августа. В это время в облсовете подумывали заморозить стройку. Но подсчитав расходы и увидев, что они составят примерно ту же сумму, которая необходима на дальнейшее строительство, решили этого не делать. Строительство этих двух станций длилось 7 лет. Людям, которые строили метро, было не за что добираться на работу, и они вышли на пикет с требованием предоставить им хотя бы бесплатный проезд в метро. В 1997 году с целью сбора средств была придумана лотерея метро. Но из планируемых 2,5 миллионов смогли выручить только 600 тысяч. Также была введена в работу техническая новинка – единый диспетчерский центр. На тот момент подобных не было ни в одном метрополитене СНГ. Он позволил осуществлять комплексное управление работой всех систем метрополитена.
1 марта 1998 года Харьковское метро прекратило использование жетонов, в обиход вышли талоны. В июне 1998 года период задолженности по зарплате работникам Харьковского метрополитена составлял уже 16 месяцев. За 1998 и 1999 годы было продано 50% акций метрополитена, но это тоже не спасало ситуацию. В этот период, чтобы сократить покупку импортного мрамора, во время строительства была впервые применена рельефная металлоэмалевая плитка. В результате получилось очень даже симпатично и оригинально. В 1999 году вводят льготный 50% проезд для студентов, а в июле 2000 года станция метростроителей переименована в метростроителей имени Ващенко. С осени 2000 по лето 2001 год под руководством Евгения Кушнарева восстановили строительные работы и была погашена вся задолженность по заработным платам. В феврале 2004 года станция «Индустриальная» переименована в имени Александра Масельского. В 2005 году утвердили план развития метрополитена Украины. До 2010 года должно было появиться еще 4 станции, но нагрянувший кризис не позволил осуществить задуманное, и только в конце 2006 года строительство ожило. В июле 2007 года ввели в оборот бесконтактные карты для проезда в метрополитене. В 2009 году метрополитен в связи с противостоянием политиков на должность начальника метрополитена переходит из государственной собственности в коммунальную. В 2015 году станция Советская стала площадью Конституции, маршала Жукова дворцом спорта, площадь восстания защитников Украины, пролетарская индустриальной, метростроителей имени Ващенко просто метростроителей, а советской армии армейской. В декабре 2017 года публикация проектов дизайна станций Державинская и Одесская, а также подписание соглашения с Европейским банком реконструкции и развития о поддержке строительства этой линии. В 2018 году начало подготовительных работ по строительству участка метростроителей Державинская-Одесская. На 2025-2030 годы запланировано продление Салтовской линии в сторону улицы Дружбы народов. Говорят, что под землей Харькова есть бомбоубежище, вход в который ведет прямиком из обладминистрации. Дескать, убежище для первых лиц города и области в случае чего. Также еще один секретный бункер существует под зданием управления метрополитена. Все загадочные строения Харьковского метрополитена покрыты тайной и завуалированы словом «легенда». Сегодняшняя карта метрополитена насчитывает 24 станции мелкого и 6 глубокого заложения, 3 пилонных, площадь Конституции, Пушкинская, Южный вокзал, 2 колонно-пилонных, Газпром и архитектора Бекетова, 8 одностворчатых, Центральный рынок, Спортивная, Турбоатом, Армейская, Тракторный завод защитников Украины, Киевская, Академика Павлова и 17 колонных, все остальные. В подземке, как и прежде, действуют 2 электродепо, Московская и Салтовская, третье Алексеевская на стадии строительства. В Харьковском метро 3 линии, соответственно красно-сине-зеленая схема. Холодногорско-заводская, Салтовская и Алексеевская. Станция метро «Индустриальная» была построена в 1978 году. Своим интерьером и цветовым решением перекликается с одноименной станцией петербургского метро. Вокруг станции ходили разные слухи о том, что здесь находится бомбоубежище на случай войны или химической атаки. Но слухи таковыми и являются, а вот достоверно известно, что на технических площадях станции расположен большой резервуар около 100 квадратных метров с артезианской водой, который регулярно пополняют свежими запасами. А станция Пушкинская – самая глубокая станция в Харьковском метрополитене, глубина заложения 35 метров. Кроме того, эта станция еще и самая красивая.
28 ноября 2021 года в Харьковском метро случилось ЧП. На перроне станции Киевская умер Юрий Вирченко, известный диктор-радио. По воле судьбы именно он был самым узнаваемым и одним из главных голосов подземки. Диктор начитывал объявления, которые звучали в вагонах во время поездки. Голосом Вирченко харьковский метрополитен звучал с первого дня своей работы. Сначала на 2, затем на 3 линиях подземки. Однако с 2016 года остались только служебные объявления на станциях, которые начитывал Юрий Васильевич. А летом 2018 года и они были заменены. В настоящее время станции на всех 3 линиях озвучивает Анатолий Подорожко. Он много лет работал на Харьковском областном радио и в Театре юного зрителя, а ныне преподает в Харьковской государственной академии культури. Обережно, двері зачиняються. Наступна зупинка – станція Армійська. Станція Армійська. Обережно, двері зачиняються. Наступна зупинка – станція імені Олександра Масельського. К слову, с момента открытия Харьковского метро все объявления в нем звучали на русском языке. С 1989 года появился украинский дубляж. Вначале текст звучал на украинском языке мужским голосом, затем дублировался на русском женским. С 1993 года все записи стали только на украинском языке. Женским голосом метро стала Нелли Гунченко, режиссер и автор программ Харьковского областного радио. Друзья, к сожалению, я не смог познакомить вас сегодня со многими станциями Харьковского метрополитена по причине, не зависящим от меня. Так уж принято в Харьковском метро, что если видят простого человека, осуществляющего фото- и видеосъемку метро, прогоняют его. Так было со мной на многих станциях Харьковского метрополитена. Поэтому на сегодня мы закончим наше знакомство с Харьковским метро, но при удобном случае мы обязательно продолжим. Я благодарен вам за просмотр, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, ставьте лайки и, как всегда, до новых встреч!